Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, выходивших в российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня я вам покажу, на мой взгляд, очень необычный и интересный советский экспериментальный электромобиль. Это развозной фургон ВАЗ-280202 Pony. И данная модель вышла в рамках проекта «Автолегенды СССР» под номером 140 и поступила в продажу в июне месяце 2014 года. Я перестал отслеживать российскую журнальную серию после 100-го выпуска, и на этот фургон я наткнулся совершенно случайно в начале 2021 года. Модель мне попалась на глаза в одном российском онлайн-магазине, и за эту модель я заплатил 600 рублей. Это довольно большая сумма, дороже, чем первоначальная стоимость, но в нынешних реалиях это вполне адекватная цена, с учетом того, что такой фургон серийно в 43-м масштабе больше никем другим не издавался, и также современная журнальная серия стартует с 1000-1100 рублей, так что это, я думаю, вполне нормальная покупка. Я большой поклонник различных экспериментальных автомобилей, это отдельное направление в моей коллекции, собираю как отечественный транспорт, так и иномарки. Если у вас будет интерес, я сделаю новую рубрику, посвященную именно этим автомобилям. Если собирать только такие машины, то тоже можно в итоге получить довольно внушительную коллекцию, и в общей сложности, если взять все бренды, то, я думаю, наберется порядка 1000 разнообразных машин. И с ВАЗ Pony я знаком еще с советского времени, помню старые рисунки художника Захарова на задних обложках журнала «За рулем», и мы с отцом в советское время собирали похожий фургон, из бумаги были выкройки то ли в 18-м, то ли в 24-м масштабе, уже не вспомню, но модель в конечном виде была примерно такого размера, и у нее изначально была желтая кабина и красная будка, и мы эту модель перекрашивали, делали открывающиеся дверцы, остекление, рулевое колесо, рабочую подвеску, также осветительную технику, открывалась дверца в кузове. И, к сожалению, эта модель не дожила до нынешнего времени, хотя на нее было потрачено уйма времени, и очень жаль, так бы я бы вам ее показал. И когда увидел этот фургончик, то нахлынули ностальгические чувства, поэтому взял эту модель в коллекцию без каких-либо колебаний. И давайте сначала посмотрим журнал, и затем я вам покажу саму масштабную копию. И здесь, скорее всего, перепаковка для украинского рынка, потому что есть наклейка с ценой в гривнах 84,99. Не могу сказать, сколько это по нынешнему курсу в рублях. Кто знает точнее, напишите в комментариях, будет интересно узнать, сколько эта модель стоила в Украине. И под каким номером она выходила, тоже затрудняюсь ответить. Скорее всего, тоже под таким же, потому что нету какой-то дублирующей наклейки. И здесь на лицевой стороне журнала есть 3D-рендер данного грузовичка. И, по-моему, настоящая машина сохранилась до нашего времени, находится в музее ВАЗ. И очень интересное решение, я считаю, эта машина опередила свое время, и в нынешних реалиях она смотрелась бы тоже довольно технологично. Можно было сделать улучшенную систему электропитания, увеличить грузоподъемность, и эти машины могли составить конкуренцию современным электромобилям. Также есть история создания этих машин, и если мне не изменяет память, этот образец был спроектирован в 1984 году. Также есть старая цветная фотография, и здесь интересный дизайн колпаков на колесных дисках. И когда я искал фотографии в интернете, то на некоторых фотах у автомобиля были обычные открытые колеса от автомобиля ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Также есть черно-белые фото, первый опытный образец с одноместной кабиной. Также есть открытый вариант, автомобиль вид сбоку. И здесь, кстати, другой дизайн колпаков. Видимо, было несколько опытных машин. И также есть схематические рисунки. И здесь показаны два автомобиля с одноместной кабиной. И мы можем видеть немножко на втором рисунке видоизменили дизайн остекление и дизайн кабины, видимо, более аэродинамичное для экономии электроэнергии и увеличения запаса хода. Также здесь есть фото рамы, также другие фотографии и, скорее всего, фото с людьми, которые принимали участие в создании этого опытного образца.
И в советское время было очень много талантливых инженеров, и очень жаль, что им не дали реализовать свои фантазии в реальность. Но и в современном мире так. Многие автомобили, которые пошли в серийное производство, очень отдаленно напоминают опытные экземпляры. И также есть плакат, который при желании можно повесить на стену. Ну и другие ракурсы. Еще одно групповое фото с двумя опытными образцами. И по традиции на последних страницах мы видим техническую информацию и схематический чертеж. Музейный экспонат, да, эта машина сохранилась до сегодняшних дней. И в журнальной серии довольно много интересных опытных машин, и, на мой взгляд, они вполне удачные и намного интереснее, чем стандартные автомобили, которые не всегда получались похожими на настоящий прототип. И также на последней странице журнала здесь есть анонс следующего выпуска. На тот момент это «Москвич-403» и экспортный вариант. И такой модели нет в моей коллекции, но у меня есть другие москвичи, которые выходили в рамках данного проекта. И здесь уже мы видим, упростили колесные диски, также задние фонари здесь не очень хорошего качества, но и традиционно мы видим криво установленные зеркала заднего вида, но хотя бы спасибо на том, что здесь нету видимых пятнышек клея. И давайте теперь рассмотрим сам электромобиль. Он поставляется в стандартном блистере с черной подложкой. Указан прототип ВАЗ-2802 Pony, но здесь должен быть еще дефис и 02, потому что это второй образец. Другая информация, естественно, эта модель изготовлена в Китае. На нижней стороне упаковки есть информация на украинском языке, и также здесь написано, из чего состоит данная масштабная копия. Это цинковый сплав 63%, поливинилхлорид 2%, АБС-пластик 33%, ну и другие материалы 2%. И, повторюсь, эта модель изготовлена в Китае. И в плане покраски и сборки эта машина практически не имеет каких-либо изъянов. Здесь есть пару потертостей, но очень аккуратная сборка, хорошая покраска. И, конечно, это довольно простая модель. Ну, что здесь? Куб на колесах. Но, тем не менее, машина смотрится намного лучше, чем другие изделия, выходившие в рамках данного проекта. И у автомобиля салон из черного пластика, окрашенного в массе. При желании можно разобрать модель, окрасить его в соответствии с цветами настоящего автомобиля. Возможно, в будущем я займусь доработкой этой машины, потому что, повторюсь, она мне очень визуально нравится. Также здесь можно доработать колпаки на колесах, зачернить отверстия. Здесь на кузове есть логотип, доставка товаров населению. Есть также Pony с надписью Pony, ну и телефон, по которому можно ради интереса позвонить. И у этого автомобиля также мне понравилось, как проработаны задние фонари, хотя почему-то не обозначили поворотники оранжевым лаком, а просто все сделали в красном цвете. И тоже можно сделать небольшую доработку. Это небольшая проблема. Аккуратно ватной палочкой стираете при помощи смывки для ногтей без ацетона красный лак и заново витражным лаком наносите оранжевый цвет. Также здесь есть небольшие пластиковые поручни. Рукоятка на створке отлита единым целым с кузовом грузовичка, обозначена черной краской. Спереди вполне хорошая осветительная техника, и здесь фары мне нравятся больше, чем у аналога ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104, хотя поворотники тоже здесь раскрашены не очень правдоподобно. Присутствуют стеклоочистители из пластика и небольшие зеркала заднего вида, которые тоже установлены на пластиковые ножки. Вот такая симпатичная масштабная копия, которая, на мой взгляд, станет украшением любой коллекции. И напишите ваши комментарии, есть ли похожий электромобиль у вас и что вы думаете о данном прототипе. И также я вам мельком могу показать другие экспериментальные автомобили, которые есть в моей коллекции. И эти модели выходили также в рамках проекта «Автолегенды СССР». Это вот такой минивэн Охта, тоже очень симпатичная машина. И, по-моему, настоящий автомобиль сейчас сохранился, но он в очень плачевном состоянии.
и без больших вложений его отреставрировать не представляется возможным. И на эту модель я поставил покрышки Mi-16 от Maestro Models, чтобы сохранить колесные диски, потому что оригинальная резина уже начала оплавлять обод колеса. И здесь темные стекла, сквозь них не просматривается салон, но он присутствует. И из-за того, что здесь все из пластика, окрашенного в массе, черного цвета, то вы не можете посмотреть, что находится внутри. И покажу вам еще две модели. Это Москвич Арбат, тоже симпатичный дизайн и вполне хорошая масштабная копия. Здесь тоже хотел поставить харьковские покрышки, но настоящие уже настолько задубели и вплавились в колеса, что не стал их снимать. И я думаю, если даже разрезать резину, она очень плохо будет сниматься с обода колеса, и, скорее всего, диски повредятся, поэтому оставил их вот уже в таком виде. И последняя модель – это экспериментальное такси. Тоже очень необычный футуристический дизайн и вполне хорошая масштабная копия. И такую модель, по-моему, даже выпускала или Кимерия, или Херсон Models. Машина ручной работы, я видел ее в продаже, но в свое время не стал покупать свою коллекцию. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются самые разнообразные видеоролики с моделями из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!